то время, когда вы нажали «Посмотреть», можно узнать ответы на такие вопросы. В чем его слабость, вашего мужчины или любого человека, о котором вы интересуетесь? Какие женщины ему нравятся? Или же, если вы про начальника спрашиваете, какие сотрудники ему нравятся? Но я буду рассматривать в основном для мужчин. Каждый человек может получить ответ на свой вопрос. Потому что независимо от того, что я скажу, карты вам покажут намного больше. Поэтому я показываю карты крупным планом. Влюбленные, он, конечно, хочет сделать вас женой, если вы еще не жена. Хочет сделать вас любимой. Он хочет вам показать. И здесь, видите, как карта гадалки в Ленорман. Вот эта средняя фигура, это как сам Творец, да, в образе любого пророка, человека, который настроен на канал Вселенной, который показывает ему на кольцо, показывает ему на его руку, может, это предсказание, да, предсказывает судьбу, и говорит: смотри, эта женщина тебе суждена. То есть влюбленный — это переход ваших отношений на новый уровень. Он хотел бы этого, а будет ли он это делать? Ему кто-то мешает. Тем более одна из самых лучших карт — это карта влюбленные. Кстати, влюбленные карты не только про перемены, не только про выбор, не только про новый уровень. Нет, конечно. Новый уровень — это намек на Библию, потому что любая карта Таро, старшие арканы особенно, намекают на Библию. Почему? Не потому что они религиозные, нет. Вообще религия — это тоже не о религии, а о жизни. Просто в старших арканах это намек вот как бы так, как понимать, как Христос говорил в своих parables, в своих притчах. То есть он как бы об одном говорил, но вместе с всеми о другом. А о чем другом, это каждый для себя решает. Никакой священник, никакой проповедник, никакой доктор филологических, философских или религиозных наук не может решить для вас, как именно в тот момент, когда вы слушаете притчу Христа, она о вас говорит. Это магия. Магия слова, магия волшебства жизни. Точно так и здесь. Влюбленная может показывать на тот элемент, когда дева вкусила от яблока запрета. Да? Яблоко якобы дал ей змей, и она дала яблоко Адаму. Это якобы, да? И каждый понимает сам, решает для себя в вашем подсознании, в вашем космосе внутреннем, во Вселенной вашей, кто такой змей, кто такая Ева, кто такой Адам. Вы решаете. Никто, никакой священник не имеет права, никакого гражданского права вам сказать, кто эти люди для вас. Где для вас дерево познания, со стороны Евы, кстати, оно, да, в картах Таро. А вот здесь дерево познания с этой стороны. Со стороны Адама всегда дерево жизни, у него типа этот сид жизни, но это тоже мужская видимость реальности. Да? У мужчины есть этот сид, то есть его семя, как семя жизни, а у женщины якобы его нет. Да? Вот. Так что вы для себя решаете. Это намек на библейский сюжет, чтобы вы поняли, что это перемены. Обязательно перемены. Конечно, влюбленные обязательно перемены. Какие женщины ему нравятся? Те, которые готовы к переменам, которые не отказывают себе в жизни, которые не стоят на месте. Ему интересны вообще люди энергичные, деловые. Это и тоже деловая характеристика. Мы часто, женщины, ее стесняемся. Потому что нас называют там мужик в юбке и так далее, когда мы имеем деловые качества. А у женщин, особенно славянских, очень у многих деловые качества. Потому что во времена войны так сложилось у нас исторически, когда мы сдерживали Запад от Востока, Восток от Запада, да, мы были именно вот в серединке этой. Женщина была, вот как для креста церковь, да, женщина была для мужчины опорой. И если мужчина шел на войну, она защищала дом. В принципе, то же самое, что и у японцев. Мужчина идет на войну, там самурай еще как. А женщина вот этой палкой может орудовать лучше, чем он своим мечом. Она может атаковать любого врага, потому что она тренируется всю жизнь с этой палкой, как застоять за свои интересы. Ну а в темные времена за жизнь. Потому что от того, как ты владеешь этой палкой, зависит, будешь ты жить завтра или нет, будут ли жить твои дети. Вот это все вот такая вещь, да. Поэтому влюбленные — это все об этом, о том, что мужчина, женщина — это помощь друг другу, это соответствие, это 50/50, это дать с любовью, взять с любовью, получать и принимать. И то, и другое волшебное, и то, и другое духовное. Духовно давать, духовно получать.
Тогда не будет претензий, тогда не будет злобы, не будет обид, не будет обмана. Если ваш мужчина вот такой обманщик, да, здесь показан мужчина, который может к вам прийти, новый, интересный человек, не обманщик, который хочет для себя перехода. Я хочу еще раз напомнить по эзотерическому принципу, по принципу алхимии, нет плохих людей, есть люди здоровые и нездоровые. Но еще есть понятие несозвучное, те, с которыми вам не по пути, которые с вами мало общего. Здесь в карте влюбленной сказано, что чтобы с человеком было много общего, с ним нужно общаться. Потому что это общение было, Ева вкусила от яблока, яблоко взял Адам. Общение, контакты, общение с другом, и тогда у вас всегда будет любовь. Тогда вы будете созвучны. Созвучие не получается у тех, кто не общается. Наоборот, они отделяются друг от друга. Они забывают друг о друге. Им друг друга уже жизнь друг друга неинтересна. Это общение может быть и на дружеском таком уровне, больше вербальном, либо же на телесном уровне, любовном. Но общение необходимо. И каждый день нужен новый уровень общения. Об этом карта влюбленная. Каждый день нужен для человека новый уровень влюбленности, новый уровень общения. Нужно каждый день влюбляться в эту жизнь, как бы ввихиваться в жизнь, как будто вы радио включили каждый день, настроились на волну жизни, да? Это и есть влюбленные каждый день. Ангел сказал Адаму и Еве, когда они покидали рай: теперь вы будете жить осознанно, теперь вы будете жить так, как будто от вас все зависит. Вы будете добывать себе на хлеб насущный, вы будете иметь все сладости и все страдания жизненные, и в этом будет прелесть жизни, потому что когда вы познаете страдания, вы поймете, что такое радость. Когда вы познаете радость, вы поймете, что такое страдание. Это было сказано ангелом Михаилом Адаму и Еве, когда они вкусили от этого плода. То есть они стали осознанны, они не стали частью только природы, как любой другой организм является частью природы в основном, да. Но человек еще как бы он и часть природы, и вне этой природы. То есть вот это сознание, которое дается нам на время жизни на Земле, это божественное сознание, да, оно нам дается, мы как бы включаемся в эту жизнь, и потом мы продолжаем жить, но уже вне этого земного тела. То есть человек вечен, естественно, да. И это как компьютер. Вы подключены к компьютеру на этой Земле, потом вы подключены к другому компьютеру. Вы живете, он живет, дай Бог вам 100 лет жизни. И здесь речь идет, что вы только тогда будете жить с интересом, если каждый день вы будете рождаться опять. Здесь была карта рождения. Каждый день вы будете как бы ввихиваться, такое слово, может, нехорошее, но я хочу, чтобы вы поняли, настроиться на эту жизнь. Настроиться на волну жизни. Каждый день волна жизни совершенно не такая, как была вчера. Об этом карты влюбленные. Вчера была она такая волна, сегодня другая. Что делать? Мы, девочки, часто заморачиваемся. Ой, сегодня плохой день. Просто другая волна жизни, на которую мы не смогли настроиться быстро и правильно. И только тот человек не делает правильно, который стоит на месте. Карта влюбленная о переменах, о новом уровне жизни. И она намекает на один из главных законов эзотерики. Ничего не стоит стыл. Стыл — это спокойно, не бездействие. Все как динамо-машина жизнь. Да? Вот колесо, да, как динамо-машины. Если мы останавливаемся, мы катимся вниз, мы не можем стоять на месте. Все живые организмы куда-то движутся, либо вперед, либо назад, либо вперед, либо назад. Когда мы останавливаемся, мы часто останавливаемся, о да, мы хотим просто, как в сказке, happy ever after, чтобы ничего не случилось, чтобы все было просто ровно хорошо. И тогда мы сами сознательно привлекаем к себе вот это состояние кататонии. Это психический диагноз, психический, как сказать, но это диагноз, кататония, да, есть такая болезнь, когда ничего не хочется. Человек умирает от того, что он просто не хочет больше жить. Это может быть сделано от того, что кто-то вас запугал, и произойдет состояние кататонии. Я хочу вас выбить из состояния кататонии, чтобы вы поняли, что жизнь, там, где есть здоровье, психическое, физическое здоровье, там человек движется или вперед, или назад. Если вы не движетесь вперед, вы по закону гравитации будете двигаться назад. Это как пить дать. Поэтому карта влюбленная говорит, если вы не движетесь вперед сознательно, а здесь ангел Михаил сказал, двигаться нужно вперед сознательно, теперь вы можете думать
Адаму сказано было, потому что он думать не умел, Ева за него думала, да? Он стоит возле дерева жизни. Теперь ты можешь думать. А теперь, Ева, ты можешь тоже сознательно делать все. Сознательно что делать? Двигаться вперед на новый уровень жизни. Каждый день, каждую минуту. Если мы не движемся вперед, мы скатываемся назад. Куда назад? Ну, может быть, в тот рай, где не было осознанности. Но это может быть для других каких-то жизненных проявлений. Это и хорошо, но не для человека. Для человека уровень сознания, когда работают мозги правильно, это самый счастливый уровень, уровень сознания. Это не уровень больше денег, богаче дом, там сумка Луи Виттон или еще что-то, чтобы впечатлить врагов. Это не это. Понимаете? Двигаться вперед не в смысле, зачем мне эти деньги, он спрашивает у себя сейчас, потому что он квантово смотрит. А вообще он не имеет этой тенденции спросить. Он просто соревнуется, он просто хочет больше. Имеет место быть, тоже неплохо, лучше, чем ничего. Но есть еще другой уровень, говорят карты влюбленные. И есть еще другой уровень, где мы не просто хотим больше, выше, дальше, но мы знаем зачем. Не для соревнования с другими, потому что соревноваться даже с собой глупо. Потому что вчера вы были не такой, как сегодня. С собой вчерашним соревноваться тоже глупо. Не для этого какая-то другая цель должна быть. И он должен сейчас задать себе этот вопрос. И вы должны, ну не должны, можете, если хотите, задайте себе вопрос, зачем вам эти отношения с ним. Если вы соответствуете тому, как он представляет себе женщин, как он хочет с ними взаимодействовать, то есть с вами, да, вы для него это супер-женщина, это воплощение женщины. И если вас устраивает это все, это тогда хорошо. А если не устраивает, с ним можно попробовать договориться перед тем, как рвать отношения. Потому что отношения трудно построить, легко порвать. А если даже они и порвутся у кого-то, но у вас на пути, вы на пути к тому, что вы найдете намного лучшего человека, как показано в картах. Потому что Вселенная может вам дать многих мужчин, кто будет вами соответствовать. Это неправильное понимание, что только один единственный есть из 7 миллиардов людей именно для вас. Нет. Есть тысячи тех единственных, которые вам подойдут как перчатки. Но мы, девочки, боимся искать из этих тысяч. Да? Мы ищем из одного, из двух. И, конечно, таким научным тыком попасть в то место, где появится какой-то совсем не соответствующий вам, ну, прямо скажем так, то не хочу говорить грубых слов, грубые слова как бы не приветствуются нигде, да. Вы сами поняли, догадались, и каждое свое грубое слово подставит, чтобы понять лучше, да, такое крепкое слово. Иногда нужно крепкое слово, но не в этих рамках. Ну вот так, девочки, рассуждения на эту тему, да, мы с ним поговорили, вызвали его, мы узнали, какие женщины ему нравятся, что вас нравится, мы узнали, какие в нем слабости. Ну вот это все как бы разговор с Высшим Я и разговор со Всевышним, с ангелами, которые готовят для вас будущее. К будущему нужно быть готовым, как к любому вот к празднику, да? У всех религий подготовиться к этому празднику. А если не подготовишься, праздника не будет, будет наоборот катастрофа. Так что эти предсказания, они чем и прекрасны, что они вас готовят к счастливой жизни. А я вас очень люблю. Для вас работаю. Если хотите поговорить с верным, преданным другом, всегда приходите на мои видео. А также хочу сказать, что если вы хотите учиться Таро, у меня есть уроки великолепные по Таро у меня на сайте. Там можно приобрести уроки. Мы будем видеться тогда, когда вам захочется поговорить с верным другом, когда хочется посмотреть свое будущее, когда захочется вам поговорить, раскрыть душу, выговориться, да, в моем присутствии, присутствии карт, получить советы карт, много-много чего можно получить хорошего на моих раскладах. И всегда с пользой для себя проведете время. А я вас люблю, обожаю и до новых встреч, друзья.